Всем привет! Я решила начать новую рубрику на моем канале. Я создаю сакральные портреты, и мне нравится фольклор. Поэтому я буду совмещать в таком формате. Рисую и читаю сказки. Чтобы было интереснее, я буду рандомно открывать страницы книги и читать те, которые попадают. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы начинаем. Приятного просмотра! В некотором царстве за 3-9 земель, в 30 государстве, жил-был сильный могучий царь. У того царя был стрелец-молодец, а у стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться. Едет он дорогою, едет широкою, и наехал на золотое перо жар-птицы. Как огонь перо светится. Говорит ему богатырский конь: «Не бери золотого пера, возьмешь горе узнаешь». И раздумался добрый молодец, поднять перо, аль нет. Коли поднять, да царю поднести, ведь он щедро наградит, а царская милость кому недорога. Не послушался стрелец своего коня, поднял перо жар-птицы, привез и подносит царю в дар. «Спасибо, — говорит царь, — да уж коли ты достал перо жар-птицы, то достань мне и саму птицу, а не достанешь — мой меч, твоя голова с плеч». Стрелец залился горькими слезами и пошел к своему богатырскому коню. «О чем плачешь, хозяин? Царь приказал жар-птицу добыть. Я же тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь. Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, проси, чтоб к завтраму 100 кулей белоярой пшеницы было по всему чисту полю разбросано». Царь приказал разбросать по чистому полю 100 кулей белоярой пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле, пустил коня по воле погулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица. Прилетела, спустилась на земь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар-птице, наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец-молодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар-птицу веревками, сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар-птицу, царь увидал, возрадовался, благодарил стрельца за службу, жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу. «Коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту. За 3-9 земель на самом краю света, где восходит красносолнышко, есть Василиса-царевна, ее-то мне и надобно. Достанешь — златом серебром награжу, а не достанешь, то мой меч, твоя голова с плеч». Залился стрелец горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню. «О чем плачешь, хозяин?» – спрашивает конь. Царь приказал добыть ему Василису-царевну. «Не плачь, не тужи, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, попроси палатку с золотою маковкой да разных припасов и напитков на дорогу». Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золотой маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за 3-9 земель. Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красное солнышко из синего моря восходит. Смотрит, а по синему морю плывет Василиса-царевна в серебряной лодочке, золотым веслом попихается. Стрелец-молодец спустил своего коня в зеленых лугах гулять, свежую травку щипать, а сам разбил палатку с золотой маковкой. Расставил разные кушанья и напитки, сел в палатке, угощается. Василисы-царевны дожидается. А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, выступила из лодочки и любуется на палатку. «Здравствуй, Василиса-царевна», — говорит стрелец. «Милости просим, хлеба-соли откушать, заморских вин испробовать». Василиса-царевна вошла в палатку. Начали они есть, пить и веселиться. Выпила царевна стакан заморского вина, опьянела и крепким сном заснула. Стрелец-молодец крикнул своему богатырскому коню, конь прибежал. Тотчас снимает стрелец палатку с золотой маковкой, садится на богатырского коня, берет с собой сонную Василису-царевну и пускается в путь-дорогу, словно стрела из лука. Приехал к царю, тот увидел Василису-царевну, сильно возрадовался, благодарил стрельца за верную службу, наградил его казною великою и пожаловал большим чином. Василиса-царевна проснулась, узнала, что она далеко-далеко от синего моря, стала плакать, тосковать, совсем из лица переменилась. Сколько царь не уговаривал, все понапрасну. Вот задумал царь на ней жениться, а она и говорит:
Пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к Синему морю. Посреди того моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано мое подвенечное платье. Без того платья замуж не пойду». Царь тотчас за стрельцом-молодцом: «Поезжай скорей на край света, где красно солнышко восходит. Там на Синем море лежит большой камень, а под камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье, привези сюда. Пришла пора свадьбу играть. Достанешь — больше прежнего награжу, а не достанешь, то мой меч, твоя голова с плеч». Залился стрелец горькими слезами. Пошел к своему богатырскому коню. «Вот когда, — думает, — не миновать смерти». «О чем плачешь, хозяин?» – спрашивает конь. Царь велел со дна моря достать подвенечное платье Василисы-царевны. «А что говорил я тебе? Не бери золотого пера, горе наживешь. Ну да не бойся, это еще не беда, беда впереди. Садись на меня, да поедем к Синему морю». Долго ли, коротко ли, приехал стрелец-молодец на край света и остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку своим тяжелым копытом. Возговорил морской рак: «Не дай мне смерти, а дай живота. Что тебе нужно, все сделаю». Отвечал ему конь: «Посреди Синего моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье». Рак крикнул громким голосом на все Синее море. Тотчас море всколыхалось. Сползлись со всех сторон на берег раки, большие и малые, тьма тьмущая. Старшой рак отдал им приказание. Бросились они в воду и через час времени вытащили со дня моря из-под великого камня подвенечное платье Василисы-царевны. Приезжает стрелец-молодец к царю, привозит царевнино платье, а Василиса-царевна опять заупрямилась. «Не пойду, — говорит царю, — за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться». Царь приказал налить чугунный котел воды, вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца бросить. Вот все готово, вода кипит, брызги так и летят. Привели бедного стрельца. «Вот беда так беда, — думает он. Ах, зачем я брал золотое перо жар-птицы, зачем коня не послушался?» Вспомнил про своего богатырского коня и говорит царю: «Царь-государь, позволь мне перед смертью пойти с конем попрощаться». «Хорошо, ступай, попрощайся». Пришел стрелец к своему богатырскому коню и слезно плачет. «О чем плачешь, хозяин?» «Царь велел в кипятке искупаться». «Не бойся, не плачь, жив будешь», — сказал ему конь и наскоро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его белому телу. Вернулся стрелец из конюшни. В тот час подхватили его рабочие люди и прямо в котел. Он раз, другой окунулся, выскочил из котла и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел и сам искупаться, полез с дуру в воду и в ту же минуту обварился. Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе-царевне и жил с нею долгие лета в любви и согласии. Тут и сказочки конец, как говорится. А кто слушал, молодец. Портрет еще в работе, но уже выглядит волшебно. Напишите, как вам такой формат, и до встречи в новых видео.